не мешай. Ложись, ложись, ложись. Я не хочу с тобой играть. Абсолютно не хочу. Так, все, мешаете оба. Добрый день, друзья! Сегодня рассказ о прикорневых детках. Есть радостные новости, а есть печальные. Начну с печальных новостей. Зрители моего канала помнят о том, наверное, помнят о том, что у меня был бронзовый Будда. И в один прекрасный день он начал рассыпаться. Ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Но я вам сказала, что я постараюсь его, даже не постараюсь, а я его оставлю. Для того, чтобы понять, может ли из такого пенька что-то получиться. И вот сейчас, по прошествии 3 или 4 месяцев, я вам говорю, из такого пенька не получится ничего. Во-первых, абсолютно все корни сухие. Это они кажутся такими серенькими, а если их намочить, они будут черные. Здесь все сухое, пенек высох, ломкий, рассыпается. Вот от такого пенька дождаться детку не получится. Поэтому эксперимент с Буддой завершается. Еще одна, я бы сказала, что тоже печальное завершение эксперимента. Это панда. Она тоже мгновенно рассыпалась. Вот просто взяла, отсушила все листья, начала засушивать корни, но оставались растущие, такие, не могу сказать, что полностью здоровые корни, но корни были. И летом она выпустила вот такую маленькую детку. Но корней растущих не появляется. Она продолжает засушивать эти корни. И эти корни уходят внутрь горшка. И могу вам показать, что все корни у нее засыхают. Вот давайте вот эту часть. Засыхают и пропадают. Но это, наверное, все-таки генетически в ней что-то заложено. Соответственно, детка не дала ни одного корня, осталась такой же маленькой, вырастила всего 2 листочка. И вот этот листочек начал засыхать, пропадать, у детки нет никакого тургора. То есть питаться этой детке нечем. Мама погибает сама, то есть продолжает свою гибель, соответственно, тянет за собой и детку. Поэтому, когда вы мне пишете, с мамой что-то происходит, как мне спасти детку, вот такую детку спасти не удастся. Нет ни одного корня, нет ничего, за счет чего бы питалась эта детка. Я думаю, что она еще месяц, и она тоже засохнет, корней она не даст, она уже сама пропадает, эта детка. В отличие от того, когда у материнского растения есть растущие корни. Вот это корни, растущие материнского растения. Это бабочка каменная роза. У нее сгнила средина. Тоже по независящим от меня причинам остался один лист, но она дала очень жизнеспособную детку. И у нее продолжают расти корни. Вот растущие корни. Поэтому детка в очень таком хорошем тургоре листики. И посмотрите, какой у нее вырос корень. Вот это корень, сейчас покажу вам. Вот это корень самой детки. Один. И вот здесь под листиками, сейчас попробуем показать. И вот здесь под листиками наметился второй корень. Вот там в глубине маленький он еще. И детка растит
сильный, большой, здоровый корень. Вот эта детка будет жизнеспособная. И у мамы в горшке есть тоже потенциал корней. Поэтому такая детка выживет. И при наличии 5 корней, а я думаю, что это случится скоро. Вот здесь еще один корешок наметился, но показать его невозможно, он под листиком прямо. Я думаю, что при наличии 5 корней ее можно будет отсадить или, не отсаживая, убрать маму и оставить даже те корни, чтобы еще как-то питалась. Ну, в общем, эту детку мы трогать не будем. И пересаживать сейчас не будем. Пусть растет вместе с мамой. Я думаю, что она вырастет крупная, большая, тогда будет возможность ее пересадить. Как на примере вот этих 2 деток, как важно, чтобы у материнского растения сохранились корни. А когда они не сохраняются, тогда и детки, к сожалению, не выживают. И еще 2 детки на материнском растении. Вопросы о том, что можно ли дать детке зацвести вместе с материнским растением, возникают все время. Можно. И посмотрите, как детки, вот одна уже цветет, причем у этой орхидеи цветоносы с точки роста. Она дала детку, и детка выпустила цветонос. И уже зацвела. Это детка, это корни детки. Внутри там тоже она пускает хорошие корешки. Но цветоносы с точки роста. Вот такая детка и уже цветущая. И еще одна детка. Тоже потеряна точка роста. Здесь детку надо показывать с этой стороны. Вот эта детка. А цветонос у этой детки с другой стороны. Но цветонос именно у детки, не у мамы. Цветонос пока набирает бутончики. Детка растит корни. Сейчас покажу. Вот за цветоносом идет корень детки. У мамы сохранились корни, и они тоже растущие. Вполне возможно, что мама даст еще одну детку. У нее достаточное количество листьев для этого. Цветение, я надеюсь, будет интересным, потому что здесь идет не только основной цветонос, но и дополнительная веточка. Можно оставлять цветоносы у деток, когда они с мамами. Они прекрасно зацветают и тоже нас будут радовать. А потом, когда цветут, когда нарастят достаточное количество корней, их можно отсаживать и растить уже взрослое растение. Вот такие хорошие и плохие новости сегодня. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!